Дорогие друзья, всех приветствую на канале. Сегодня вторая часть, продолжение настоек из готовых наборов. Для тех из вас, кто не смотрел первую часть и не понимает, о чем речь, постараюсь коротко объяснить, но рекомендую проследовать и посмотреть все-таки первую часть. Дело в том, что относительно недавно один из моих хороших друзей, который тоже занимается алкоголеварением, порекомендовал мне вот такие вот наборы. То есть на основе, по мотивам, так скажем, егермейстера, лимончелло и княжеской. Изначально больше всего вопросов у меня было к вот этому набору просто по внешнему виду состава набора в пачке и так далее. То есть в первой части я это говорю. Дальше, когда я добавил содержимое этих наборов уже непосредственно в хорошую сортировку, вопросы появились уже к набору с названием егермейстер, такому именитому, так скажем. К княжеской настойке у меня тоже имеются претензии. Сейчас разберем все подробно почему. Итак, начнем, наверное, с настойки набора под названием егермейстер. Как я и говорил, я бы, наверное, не использовал такое громкое именитое название, потому что для тех, кто никогда, может быть, не пробовал оригинальный продукт и лишь понаслышке составил для себя представление о том, каким должен быть алкогольный напиток с таким названием, для того данный набор, возможно, подойдет. Почему я его поставил вот сюда? Из всех трех, я думаю, вот если выбирать из трех наборов, я бы скорее порекомендовал, возможно, воспользоваться вот этим набором. Лишь одна у меня претензия: не использовать вот такое именитое название, потому что с егерем у вот этого напитка ничего близкого даже нет. То есть есть схожесть лишь по тому, что этот напиток, что оригинальный, основан на алкоголе и основан на каком-то наборе трав и так далее, растительных компонентов. И это единственная схожесть. Потому что по запаху, опять же, по проявлениям, как быстро напиток начал набирать спустя несколько секунд после того, как я добавил данный набор, пакет, так скажем, ну или мешочек с компонентами в алкоголь, как быстро начал окрашиваться алкоголь в темный цвет, сразу натолкнуло на мысль о чрезмерном количестве красителя. Производитель заявляет открыто, что здесь используется краситель. Но, на мой взгляд, судя по той интенсивности и оперативности, с какой данный напиток набирал свой оттенок такой темный, ну, у меня складывается впечатление, что здесь с перебором этот колер. Да, так как он пищевой, тут навряд ли в каких-то вкусовых характеристиках идет негативное отражение. Но, в общем, не используйте это название, и вполне можно, наверное, работать с этим набором, потому что, как я сказал, с егерем, ну, тут ничего похожего нет. Это точно не егерь, даже рядышком где-то в кустах не сидел. Это назовите лесничий, назовите травник, еще как-то. Ну зачем вот использовать вот это название? А так, вот этот набор, я его фильтровать не буду. Коротко скажу, что все три напитка вот этих я отфильтрую и перегоню повторно с максимальным укреплением, то есть ректифицирую, потому что ни один из трех мне не понравился. Вот этот напиток в целом, его как какую-то настойку травную, или как это сказать правильно, растительную можно использовать, но мне не очень она понравилась. То есть, ну вот оригинал, да, условно, вот это очень хороший напиток. Мне он нравится, его много не выпьешь. В целом его много и не пьют, но в коктейлях и так далее, как самостоятельный напиток в шотах, да, в таком ледяном замороженном виде. Великолепная штука, по ситуации хорошо работает, но вот это не егерь. Это лесничий или травник, или какой-то там дубравник.
Леший можно, коктейль леший или набор леший можно назвать там и так далее. В общем, вот. По лимончелло. Здесь в составе, если обратить внимание, уже указывается, что набор содержит такие спорные элементы. То есть цедра лимона, понятно. Натуральный ванильный сахар. Для чего здесь ванильность? Вот, не пойму. Дальше. Лимонная кислота. Ну, тут еще спорно. И куркума. Для чего? Вот это творчество какое-то непонятное. В оригинальном лимончелло, как я и говорил, я его делаю совершенно по-другому. То есть, вот я специально подготовил, условно, есть у меня вместо лимонной кислоты, ну, тут уже небольшое количество осталось. Это фреш лимонный с мякотью через сито процеженное, 50-микронное. Вот. Очень хороший натуральный лимонный сок. Он не очень долго хранится в холодильнике. Ну, я его и употребляю достаточно быстро. А дальше я поставил в этот же день, когда я делал наборы, все эти разводил составы этих наборов, я поставил вот отдельно вот в такой банке на нормальной цедре лимона небольшое количество тоже сортировки. Вот этот напиток, я его буду использовать. То есть здесь же, смотрите, ну то есть и цвет какой-то непонятный, мутный, оранжево. Вот. Да, профильтровать можно. Я его могу и там через вот, угольный фильтр не вижу смысл прогонять. Через обезолку под вакуумом, ну возможно, прозрачности добавит. Хотя у лимончелло не обязательный параметр прозрачность. Здесь не нравится мне все. Аромат не лимонный, а непонятно какой. Цвет какой-то оранжеватый и так далее, в том числе за счет куркумы. Для чего это нужно? Ну, оранжевый, это же лимончелло, это же не мандачелло и не морковчелло. То есть должен быть нормальный лимонный цвет. Вот естественный цвет натурального на лимонной цедре лимончелло. Сейчас его только просто вот профильтровать, отжать, добавить сладости сюда. И будет отличный лимончелло. Вот его я буду употреблять. Лимонная цедра вся побелела. То есть где снаружи она была желтая изначально. Ну там где-то за исключением некоторых вот шкурок. Остальные вот, пожалуйста, все побелели. Вот это настоящий признак. Запах идеальный. Лимоном пахнет. Все, натуральный запах. Добавить сюда сахарный сироп и все, пожалуйста. Охладить. Будет и чуть-чуть вот натурального лимонного сока. И будет отличный лимончелло. То есть вот это однозначно нет. Что касается княжеской, тут тоже немножко спорный вопрос по содержанию и так далее. То есть почему я и сказал, что, наверное, мне кажется, что друг мой пошутил надо мной, сказав, что, зная мои вкусы, он считает, что мне понравится такой аромат. Тут вообще непонятный какой-то аромат. То есть я не фильтровать не буду, ничего добавлять сюда не буду. Изначальный аромат мне совершенно не нравится. То есть кто-то... Я даже не пойму, какой он. То есть я не понимаю. Вот. Ароматика, она... Невозможно ее даже описать. То есть мне такие наборы вот совершенно не нравятся. То есть он неприятный у него аромат. Поэтому, если коротко, то все три набора для меня нет. А так, в целом, вот этот вот, за исключением того, что это не егермейстер, вполне неплохой, травный такой, ботанического такого направления, растительного, травного напиток получится. Ну, его я тоже обезличу, потому что мне отдавать его некому, я его такой пить не буду, а отдавать мне его некому. Большое спасибо, вот постарался достаточно коротко, насколько это было, объективно, не объективно, скорее субъективно, потому что это я свои вкусовые характеристики и так далее, предпочтения тут обрисовывал. Но постарался развернуто объяснить, почему каждый из этих наборов для меня не подходит. Ну, вот больше всего претензий вот к нему и по составу, и по проявлениям, и в целом, ну, нет.
Лучше, ну что проще, купить лимоны обычные, да, не так дорого они стоят, хоть китайские подешевле, да, хоть, ну у нас в Казахстане здесь вот с Узбекистана вообще отличные лимоны, сочные, мясистые, там и сок я из них выдавливаю, и цедра у них очень ароматная. Вот этот набор вообще я не понимаю, то есть мне он ни по вкусовым, ни по ароматическим характеристикам никак не подходит. Как-то так. Большое спасибо всем за внимание, кому этот ролик показался интересным. Я очень рад. Если показался просто пустым и бесполезным, ну, тоже бывает. В любом случае, сколько людей, столько и мнений. Хорошего всем настроения. Большое спасибо. До свидания.